работает, поворачивает. Это дикая конструкция. Но все работает. Наш эксклюзивный ЗИЛ. Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в гостях у канала Custom Truck. Всем привет, парни. Республика Беларусь, город Горки. Да. Многие из вас, наверное, знают уже этот канал, а многие не знают. Поэтому я вам порекомендую зайти посмотреть. То есть человек восстанавливает грузовики своими силами, в одиночку, как я приехал, посмотрел. И сейчас покажем вам несколько экземпляров интересных. Значит, у вас перед глазами это как у нас называется автомобиль? Ну, это ЗИЛ 4975 у нас. Вообще, стандартное его название ЗИЛ 4972. Редчайший аппарат, 40 штук было сделано. Ну, вот мы сейчас прикоснемся к уникальной тачке. Так, посмотрите. Значит, вы здесь откапиталили двигатель, правильно? Да. Но сейчас у нас вот возникла проблема здесь с редуктором. Восстанавливаю тоже редуктор. Но если зайдете на канал на наш, то все поподробнее увидите. Сегодня мы вам чуть-чуть подснимем здесь, в целом обстановку, что-то минимально расскажем. Мне вот вопрос, вот вы капиталили двигатель. Где искать информацию по нему, там, моменты затяжек, где искать запчасти Всё на это нем? есть. У меня есть литература, но это достаточно такой прям не эксклюзивный мотор. Да? Он редкий, очень редкий, но не эксклюзивный. V-образный? Тем более, да, это зиловский мотор, дизельный зиловский мотор. Мало кто про него знает, но опытные зрители знают. Это ЗИЛ-645 он называется мотор. Но здесь больше уникальность в трансмиссии этого автомобиля. У него бортовая система привода, то есть либо левый борт буксует, либо правый. Угу. Вот Так, в этом его Вот уникальность. это вот интересно. Смотрите, колеса приводятся в действие вращением карданного вала вот этого короткого. Да, здесь А где тормоза? бортовой редуктор стоит на раме и колесный редуктор уже на самом колесе. Тормоза трансмиссионного типа вот от советских инженеров на карданах стоят. Вот дисковые тормоза. Представляете, где-нибудь такое видели, друзья? Это редчайшее. Сейчас покажу, секунду. Задняя ось тоже Вот подруливает. такие тормоза здесь. Да. Вот суппорт стоит. Вот диск тормозной. Да. И вот как раз вы видите выход на правый борт и на левый борт. Вот карданы идут вдоль рамы. По левой стороне и по правой. Раздатка стоит. Да. И вот он сюда передает. Да, на правые борт и на левый борт. При этом, смотрите, задний мост здесь тоже поворотный. Как Да. в новых этих легковых, топовых, дорогих машинах, мерседесах. Да? Вот здесь система уникальная тоже. Здесь можно запутаться, но вот она работает, кстати. То есть, смотрите, сколько здесь... Подождите, а рулевая тяга идет? Тяга рулевая имеет, вот обрати внимание, телескопическое строение. Это позволяет подруливать заднюю ось только при большом вывороте передней оси. Угу. То есть, допустим, чуть-чуть, если ты по трассе едешь, повернул переднюю ось, то задняя не доворачивает. Только при большом вывороте, как только выберется вот эта телескопическая часть тяги, только после этого задняя ось начинает подруливать. Посмотрите это устройство. Кто-то даже это придумал. Я, если честно, никогда такого даже не то что... Инженеры ЗИЛ. Хорошо, а для чего это делалось? Это делалось для МЧС машина конкретно. Вообще это ее родственник этой машины, ближайший, это «Синяя птица». Она делалась для космонавтики. А потом уже МЧСовцам понравились такие машины, и они попросили сделать и для МЧС. А вот у нас вариант для МЧС. Ну, это более гражданская такая машина, но у нее есть серьезные возможности по трансмиссии, то есть у нее можно ставить колеса огромнейшие, и эта трансмиссия будет все выдерживать. У нее есть очень пониженная передача, то есть и достаточно повышенная. Большой диапазон, вот благодаря этим всем редукторам, большой диапазон по... Так, в двигатель вы завели, запустили. Получается, у вас, в принципе, тут все исправно, то есть на ней скоро можно ехать? Да. Сейчас нужно редуктора столкнулись с тем, что два корпуса алюминиевых редукторов были лопнуты, и поэтому пришлось разбирать, заваривать. Видимо, вода осталась стоять. Он был утоплен полностью по кабину. И после этого
Мы вот его купили и сейчас вот, ну, пытаемся его восстановить. В общем, такая вот тачка. Так. Техники, сейчас Дима пройдет, вам снимет, Да. расскажет, если что-то интересное. Вот КамАЗик у нас есть. Ой, тоже этот вообще красавчик. какой-то, как будто он только с хранения. Ну, на самом деле нет. У него 30 тысяч пробега, и тоже его делали в прошлом году. Это какой год? 88-го года. Слушайте, и как он стоит просто? Вы не эксплуатируете технику Нет, ну вообще? иногда ездим куда-то там, куда нам надо, по делам. Но КамАЗ на выставке ездим, тоже участвуем. Аккуратно. Наши местные. Здесь Фрадевич у нас еще есть. Смотрите, какая техника. Да, АТС есть. Какой год этого краза? Они все примерно 80, там, начиная от 86 до 90. Ну, вся техника до 91 года. Только вот ЗИЛ, который мы только что смотрели, он 95-го. А так у нас в основном вся техника до 90-го года. Такая вот техника, смотрите, мощная. Но это точно надо как-то эксплуатировать, я не знаю. Ну, колеса у вас грязные, вы где-то, наверное... Это вот как раз По- приезжали АВБ и мы вымазались. Ну, да. Но эксплуатируем. Но краз уже поменьше. Раньше он у нас был как тягач. Мы проекты притягивали на нем, на кразе. А сейчас уже как-то, ну... Что это значит? Советская армия? Да. Кабина деревянная здесь. Да. Да, поэтому она такая. Нужно периодически поливать водой, чтобы не так рассыхалась. Ну, дождь ее в этом году успешно поливает. Так, вот посмотрите, 3000 пробегов. друзья, история с маленьким пробегом. Да. Слушайте, ну это надо все столько сил, чтобы я не понимал. Раз мы давно устанавливали это, ну, 4 года назад, может 5. Ну, давно уже. Вот. Колесо как раз от зима. Вот я только его сбортировал, лежит. А Това, который мы смотрели? Да. Вот так здесь такие еще здоровые колеса. Да. Наверное, очень высокие. Да, у него дорожный просвет 50 сантиметров. Это И-159 шина советская. Очень классная, видишь, с бортовым грунтозацепом. Когда его спускаешь, то если вот как на Зиле они стоят, 6 колес, равномерно распределена нагрузка, то он по своим как бы возможностям внедорожным приближен к гусеничной технике. Благодаря вот большому пятну контакта, боковым вот этим грунтозацепом, он очень хорошо себя показывает на бездорожье. Так, вот эта техника у нас. Это АТС. Артиллерийский тягач средний, 59Г. 40 литров объем двигателя. В12 здесь мотор. 40 литров. Поняли? Не 1,5, как у вас. 40. Посмотрите на эту технику. Да, серьезный очень. То есть оно рычагами управляется, все как Это гусеничная. Да. Какая ширина же здесь? Сколько здесь 5 человек можно посадить? 2,70 у него ширина. Такой вот люк наверх. Да. Ну на этом вы точно На любите, этом мы любите покататься. гоняем, да, постоянно. Он очень дарит много эмоций. Да, вот так. Вот здесь даже проблема какая-то произошла. От скорости. Оп, все. Советская техника чинится сразу. Не чистится, да, тут ничего. Не, это мы просто после покатушек. Здесь он когда ныряет, то заливает через верх. Вот прям по болотам, да, где-нибудь Да, в да, такую, в грязь в Он самую. где угодно может ехать почти. И вот, смотрите, какой аппаратик стоит. Да, этот чувак ждет восстановления. Это трактор Т-74. Интересно, Он- какой год этого? Я не помню. Но у него постарее год там. Но самая старая у нас машина, как выяснилось, это Зилотах. У нас есть ЗИЛ, а начинка внутри таховская, от Chevrolet Tahoe. Вот это. Он 74-го года вообще, Да. самый старый, да. Но А это- ждет восстановления, то есть вы будете его восстанавливать? Да, он технически восстановлен в прошлом году, но я не помню, какого он года. Где-то шильда была, но она где-то лежит. Вот. Ну, в этом году я планирую сейчас вот там чуть-чуть, и мы его уже будем загонять в бокс и заниматься им. Я просто в уме не могу приложить, сколько это все нужно на это времени и сил. И Это поймет только человек, который когда-либо этим занимался, либо который связан с грузовиками. Только этот поймет. А основная масса, конечно, этого не понимает. так, где-то я еще что-то видел. Вон там аппарат стоит, и вот аппарат какой-то Вот стоит. Макс, да, и Прага у нас сейчас. Вот Прага. Ну еще
Тоже будем ставить ее на вот эти колеса все зиловские и испытывать на бездорожье. Это чешский аппарат. У него тоже своих много всяких фишек. Тоже бортовые редуктора стоят на колесах. Высокий большой дорожный просвет. Блокировки задних двух мостов межколесные. Очень интересный тоже аппарат. Но это такой более корчестроительный. Вот прям двигатели сюда в салоне, да, стоят? Да, двигатель тоже приходилось разбирать. Он был полностью закисший. Там меняли кольца, мы я уже не помню, если честно. Ну, тоже работали по нему много. Вот такая тачка. Там у нас мазокран еще виден, вот тоже древненький. И вот А там вот еще один какой-то стоял, это тоже какой-то проект? это Monster Max, его уже как бы ну, давно тоже мы строили. Он уже такой чисто фановая тачка. По бездорожью надо носить. Ну вот это, конечно, Да. техника. И страшно было покупать? Сделаем, не сделаем? Не просто выброшенные Не, деньги. меня таким не напугать. Если есть возможность купить, то мы берем. А сделать мы все сделаем. Это фигня. Так что так, скоро смотрите на канал Custom Truck, скоро увидите, как этот аппарат поедет. Да, надеюсь, скоро. Здесь у нас эвакуатор тоже построен наш. Там надпись канала. Ну вот этот манипулятор, он свой. Этот эвакуатор, ну, мы с Юрой строили с братом. Он мне помогал, потому что ну, здесь тяжело все это было. И железо тягать. и всё. Слушайте, ну он прям такой тоже, прям как будто только с конвейера Ну вышел. да, он хороший, он полностью сделан, у него вложена душа. Вы целиком эвакуатор покупали, восстанавливали, нет, или нет, это нет. просто... Я покупал фургон, он был, Мгм. а сам площадку эту сварил, все сделал сам. Она вся Volvo перекрашена. Работает или... Да. Ну, в смысле, я его Ну, я имею в использую только в своих целях. А То есть себе, что как бы происходит? не в работу мы Не его для эксплуатации, Да, короче, да. такой. Ну, там у нас повседневный. еще вот есть Ханамак, тоже интересный проект. Это что? Полностью его покупали без мотора. Ну, мотор был, но вкисший. Полнейший кот в мешке был, но теперь выглядит и постоянно нас выручает. Вот, сейчас уже чуть пореже, у нас кран есть, а так он постоянно у нас в качестве крана. Тоже редчайший. И вот это то, что вы говорили, Таха. Это Зилотан, да. То есть Двигатель, коробка стоит от Chevrolet Tahoe. это дорогой какой-то проект. И моторный И салон. щит, да, здесь моторный щит полностью, днище от Chevrolet Tahoe. Все Chevrolet Tahoe. Но он еще не закончен, у нас здесь проблема с мотором. Постоянно теряет тягу почему-то. Ну, то ли топливная забивается, но еще после последней поездки не разбирались с ним. Так вот, Мгм. покатались, проблема, и оставили его до лучших времен. Такой вот ЗИЛ Таха, представляете? Да, Как люди. там внутри, вот давай. Вот там таховский мотор стоит. И моторный щит тоже таховский. Я представляю, сколько вы времени потратили и сил на это. Да, всё. да, да. Это же На надо- этот проект тоже очень много времени потрачено. Вот так вот, друзья. Вот такой вот интересный канал, интересный человек, которым Да. движет вот это вот. Так что подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. 100%. Всем хорошего настроения. А сейчас чем занимаетесь? Сейчас мы восстанавливаем редуктор на Зила. И здесь же еще вот БРДМ стоит. Он у нас только покрашен свежим. Такой свежак. И автодом Мобилус. 76-го года. Бывшая пожарка. Ну, я сейчас делаю на нем автодом. Путешествовать будете? Да. У меня был автодом Урал, я его продал, а сейчас вот все равно не могу без этого. Вот это для... Тоже так, побалдеть, покататься? Ну, это вот мы еще не выезжали, он недавно только покрасили его, вставили стекла, еще ни одного выезда, по сути, не было, только недавно приобретенный проект. И недавно вот только построенный. Кстати, я приехал без звонка, без ничего. Вот приехал, думаю, попаду, не попаду. А вот человек один. А вот вы снимаете, наверное, что-то, да? Да, это наша камера, да. Вот как раз часть бортового редуктора, то, о чем я говорил, Зиловский. Вот снизу он вот так вот у нас лопнул.
и два лопнули редуктора. Ну, здесь такой мини-поддон как бы, и вот если вода здесь накапливается, возможно, и поэтому раздавило их немножко. Так, а это у вас получается... Это Магирус. А Магирус это Ивеко Магирус — это немецкая машина. не итальянская. Нет, Ивеко. немецкая. Салон внутри. 26 тысяч пробега у него. Как же вы где-то находите? Наверное, вам тоже подписчики помогают. Да, где-то что-то. подписчики, да. Большая аудитория — это всегда помощь. Смотрите. Так что, друзья, если у вас что-то есть интересное, я просто не знаю, когда столько одновременно стоит проектов на одном месте, вот просыпаешься с утра, куда идти, что, к Нет, чему? на самом деле есть план уже, где-то кто-то чего-то ждет, какую-то серию мы снимаем, то есть все есть стратегия, ну, и ее стараемся придерживаться. Ну, иногда какие-то вносим коррективы, но в целом-то уже не первый год строим всякие интересные тачки. Так что, друзья, название канала. Вот. Заходите, смотрите, очень интересно. Теперь я тоже новый подписчик. И буду смотреть Обязательно. видео этого И канала. лайки ставьте. Да. Все, Дмитрий, огромное спасибо Да. вам за экскурсию. Пожалуйста. Будем ждать новых видео от вас. Всем пока. А вот это, судя по всему, испытательный полигон. Так, а где здесь дорога заканчивается? Куда она идет? Так, это интересно. Вези домой. Все. Видео снято. Скажи, чтобы подписывались люди. Подписывайтесь. И ставьте Там лайк. человек. Детвора, поехали? Понравилось? Разбор Груз. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.